Сегодня я покажу вам, как приготовить эти невероятно хрустящие бурики, просто растягивая тесто руками. Мы сделаем их сразу с двумя любимыми начинками – сочной мясной и нежной картофельной. Вы увидите, как это просто, быстро и очень вкусно. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Давайте приступим. В миску высыпаю 1 килограмм муки. И небольшой лайфхак, если видео покажется вам долгим, вы всегда можете увеличить скорость воспроизведения в настройках YouTube. Добавляю 1 чайную ложку соли. Немного перемешаю лопаткой. Теперь поэтапно вливаю 700 граммов воды. Сначала замешиваю лопаткой, а затем руками. Около 10 минут, пока тесто не соберется в мягкий и эластичный комок. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Вот такое тесто у меня получилось. Мягкое и немного липнет к рукам. Закрываем наше тесто отдыхать, а пока займемся начинкой. Для картофельной начинки нам понадобится 950 грамм вареного картофеля. Разминаем в пюре. Добавляем соль, перец по вкусу. По желанию можно добавить любимую зелень. У меня свежий укроп. Еще немного тертого сыра. Это все по желанию, если не хотите, можете не добавлять. Здесь около 90 граммов сыра. Немного перемешаем ложечкой. Для сочности я добавила около 30 граммов растительного масла. Пока убираем начинку в сторону, займемся тестом. Посыпаем стол мукой и выкладываем наше тесто. Делим его на несколько частей, чтобы сформировать колбаски. Теперь делим его на кусочки и формируем шарики. Затем слегка раскатываем каждый шарик в небольшую лепешку. Подготовим специальную масляную смесь: 100 граммов растительного масла и 200 граммов растопленного сливочного масла или маргарина. Обильно смазываем дно глубокой тарелки и каждую лепешку, укладывая их друг на друга. Оставляем наше тесто отдыхать на 25 или 30 минут. Это сделает его податливым и поможет растянуть до тончайшего состояния без разрывов. Пока наше тесто отдыхает, займемся второй начинкой. Для мясной начинки наливаем немного масла в сковороду. Выкладываем 500 граммов фарша и обжариваем, чтобы ушла лишняя жидкость. Затем добавляем 2 мелко нарезанные луковицы, примерно 300 или 350 граммов, соль и перец по вкусу. Наше тесто стало невероятно мягким и податливым. Берем одну смазанную маслом лепешку и просто начинаем растягивать его руками на рабочей поверхности. Посмотрите, как легко и быстро наше тесто превращается в тончайшее, почти прозрачное полотно. Это занимает буквально минуту. Если где-то тесто порвется, то ничего страшного. После того, как мы завернем его в рулет, его не будет видно. Смазываем наше тесто маслом. Это делается для того, чтобы получить наши слои. Выкладываем несколько ложек мясного фарша.
Теперь аккуратно заворачиваем верхний край, затем боковые, чтобы начинка не вытекла, и сворачиваем в аккуратный рулет. Затем берем готовый рулет и выкладываем на противень, закручиваем в улитку. Так поступаем со всем мясным тестом. Смазываю все взбитым яйцом для красивой корочки. По желанию можно сверху посыпать кунжутом. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут. Пока мясные выпекаются, займемся картофельными. Также растягиваем тесто, выкладываем картофельную начинку, но на этот раз формируем буреки в форме квадратов или прямоугольников, подстраиваясь под размер противня. Также смазываем их взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Посмотрите на эту красоту. Наши бюреки с мясной начинкой готовы. Они только что с духовки и видно даже пар. Слышите, как он хрустит? Это просто невероятно. Прошло полчаса, и вот уже готовы наши бюреки с картофельной начинкой. Золотистые, ароматные и, конечно же, тоже с потрясающим хрустом. Оба варианта просто объедение. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. И вы обязательно попробуйте приготовить такие удивительные бюреки дома. Это намного проще, чем кажется. Благодарю вас за просмотр. Желаю всем крепкого здоровья, мира вашему дому и только вкусных кулинарных экспериментов.